Привет, привет всем. Бильярд русский, да, русский в эфире. Начнем с него, потом Тарков. Надеюсь. Надо бильярд играть. Раз начали, надо его качать. Глядишь, и до чемпионов дойдем. Как бы тут все-таки по сложностям. Ну, да и вообще мне игра любимая бильярд. Я вообще рад, что я нашел здесь. Ну чё? Да, сегодня, кстати, воскресенье, завтра уже понедельник. Плохая новость для некоторых. Да, ну так для меня тоже, я тоже завтра уезжаю, так что меня не теряйте, я через неделю теперь только приеду. Такс, поехали. Музычка, без музычки играть в бильярд — это все равно, что просто на стол залезть поспать. Почти так же. Не, музыка как бы здесь играет спокойная такая, должна по идее играть. Но это если ты в реальном бильярде находишься, конечно, ты кайфуешь под релакс. Ну и когда ты играешь дома, блин, сидишь за монитором, это другая ситуация. Можно уснуть под такую музыку. Так. Камин, говоришь? Блин, точно, ты мне напомнил. Надо подвал выбрать. Не, мне нравится в подвале играть. Что-то тут как-то отсвечивает сильно. Я, кстати, ни разу не играл под камин и на природе. Я всегда играю в подвале. У меня мой подвал любимый. Классика. Вот кий здесь, кстати, как в реальном бильярде. Такой же дубовый, который это дают на халяву. Ну, сейчас, скорее всего, его на халяву уже не дают тоже. Раньше его на халяву давали. Как считается, бесплатный кий. Короче, фишка в том, то, что, как вот у нас было. Хочешь хороший кий — плати за прокат. О, Скорпион, привет, как дела, как жизнь? Да, все отлично, все хорошо, спасибо. Как твои дела? Нормально все, играем, живем, работаем, что еще? Все хорошо. Так сказать, занимаемся своими любимыми делами. Вот и все. Что для счастья еще нужно? Хорошо, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, да, не тем, что тебе приходится делать. Ладно, поехали, любитель. Да, единственное, вот один минус большой, это, блин, жара у нас. Задолбался с этой жарой. Надо, короче, думать что-то насчет кондера. Дома я имею в виду. Воздух нагревается, когда на улице жарко, вот раз, два, день, 3, 4, вот так вот, дня 4-5 уже воздух нагревается, и даже дождь уже не помогает. Вот этот душняк, это пипец. Кстати, у меня соперник здесь играет примерно с головы в прыжке. Он примерно такие шары забивает. В Тарков вернулся. Это здорово. Я сегодня хочу в Тарков поиграть тоже. Так сказать, завершить эту неделю стримерскую Тарковым. 8+. А ты откуда? Что-то странно у вас температура. Ты там не на Камчатке где-то? Что-то странная температура 8+. Это... У меня такая весной бывает. Прям сильно холодно. Нет, у нас идет 30.
Сейчас сколько у нас где-то? Да, 30 плюс. Ну, у нас температура, допустим, если 30 плюс, значит 35. А в холод минус 20, значит минус 25. Такая вот ерунда. Так, надо разминаться. Сегодня будем с экспертом играть. Ну, надо так, чтобы это... Время на Тарков еще хватило. Я знаете, что понял? На Тарков надо не день, а 2 дня. Вот запустил стрим и 2 дня играешь, тогда, тогда хватит. Для разминки. Блин, смотри, угол зараза цепляет, да? Нет, он не зайдет здесь. Он сейчас отобьется в угол. Блин, плохо. Почти из Магадана. Магадан. Слушай, вот тут, блин, что-то интересное. Я, кстати, ни разу не интересовался, где это. Это получается восточная часть, да, нашей страны. Никогда Магаданом не интересовался. Интересно. Блин, маленько отправил надо. Магадан. Блин, не могу вспомнить. То ли мультик... А, нет, это Мадагаскар мультик. Подожди, песня есть что-то про Магадан. Она уже старая песня. Какая-то есть песня про Магадан. Какая вот, я не помню, честно. Магадан, Колыма, Воркута из песни. А, ну ты, короче, ближе туда, к Хабаровску, Владивостоку, нифига. А чё там лето, это плохое, да, у вас получается? Да мы вот тоже, блин, жалуемся, то нам холодно, то нам жарко, уже сами не можем определиться. По-моему, нам вообще никогда не угодить. Зимой нам холодно, летом нам жарко. Ну, а что поделать, если мы такие? Ладно. Ну, я вот, допустим, я холода не боюсь. Я боюсь жары больше. Меня вот жара утомляет. Холод-то как-то согреться можно. Вот от жары уже не спрячешься, если кондера нет. А тем более, если воздух нагревается, духота, вот это куда ты от духоты денешься? Никуда. Только если куда-нибудь в подвал лезть. Круг исполнял еще. Ну да, я помню, музыка есть про Магадан, но что-то я... Ой-ой-ой, какой красивый зашел. А можно еще такой же? Так, нравятся такие. Блин. Сейчас у него красивые пойдут, смотри. Люди вот на стрим заходят, и все вот с разных мест таких. Тоже наоборот здорово. Вот так вот особо никуда. Но я, допустим, я не путешественник. Мне нравится у себя быть, так сказать. Но мне интересно, вот люди рассказывают, мне интересно слушать, допустим, где они, как у них там.
Сейчас можно никуда не ездить. Вон, интернет врубил, посмотрел. О, Египет. Так, что там у нас? Посмотрел Индию, заглянул там, допустим, да. Но вот у нас Алтайский край. Я еще его не исследовал. В Алтай вот можно съездить, если уж на то пошло. Не, вентилятор это фигня, надо кондер ставить. Сейчас кондер в моде. Сейчас уже дома кондеры устанавливают. Вентилятор это старая тема уже. Ну, по сути, что вентилятор? Он гоняет тот же воздух, который у тебя дома, и все, он его разгоняет. А нам-то надо охлажденный воздух, чтобы он охлаждался. Вот это да. Душно просто. Ну, видишь, 1 месяц надо пережить. Вот у меня в Сибири, в Новосибирске 1 месяц, это июнь жаркий всегда. Июль уже не такой жаркий. Раньше был июль. Сейчас вот почему-то июнь стал. То есть как бы времена меняются. Скоро май будет жаркий, а в июле снег выпадет, наверное, так и не утверждаю. То есть получается, климат сдвигается на месяц у нас ближе к весне, что ли? Я помню, просто я всегда к июлю готовился. В июле всегда жарко было. Сейчас июнь жаркий идет. Я вот прошлый год помню, у меня июнь тоже был жаркий. Зато зима в этом году была насыщенная. У нас даже вон снегоуборочные машины не справлялись. Там просто такой звездец был. Разница с Новосибирском плюс 4 часа. Ну, у тебя так же, как у меня разница с Москвой, нифига себе. От Москвы 8, да, часов, офигеть. Ну так вот, если с москвичами, допустим, поиграть в какую-нибудь игру, это пипец. Это 8 плюс, это они только, прикинь, они только день встречают, и уже вечер. Просто как в Ми-8 настольный поставил, направил в лицо. А у нас такие-то, ну, не, на машинах-то используют такие, ну. Хочу прям тонкий-тонкий научиться здесь, вот и в этой игре. «8 часов плюс, офигеть, я тут 4 часа, он, говорю, он с пацанами пытался из Москвы поиграть. У нас 4 часа разница, а 8 это... Ты, короче, с ними вообще никогда не поиграешь нормально. Это тебе надо ночь с ними играть. Вообще бесполезный шар для меня, походу. Я такой здесь еще ни разу не забивал и не забил. Да, в Сибе тут как-то жара вообще ощутима сильно. Ну, Новосибирск, видишь, экологический город такой. Здесь все ощутимо. Зима, вот я тебе так скажу. Если снег здесь убирать вовремя, то ты ее даже зиму не ощутишь. Здесь быстро весна наступает. Я-то сам-то не новосибирский, а с области тоже. Это я вот в Новосибирске живу сколько, 7 лет. Ну и скажу так. Экология, конечно, не для слабонервных. Там, где я жил, у меня свежий воздух был. И вода всегда рядом.
А сейчас я в городе прям в самом живу. Че, партия уже? Так что здесь тяжело жить. Я вот первое время приехал, я года 2 болел здесь всякой херней. Прикол в том, то, что как раз вот этот коронаминус начинался, когда я вообще не верил в него, прикинь. Там, где я жил, я ни разу не заболевал им. При том, что я в такси работал, было даже такие времена. Я в такси работал во время пандемии. И я ни разу не заболел этим говном. Сюда переехал, просто полгодика пожил, и все, и началось вот это. Мне еще, помню, вкололи эту дрянь, спутник Лайт, это, блин, или как он, двухкомпонентная, короче, прививка. Она мне вообще не помогла. Короче, я 2 раза пережил это говно. Первый раз я вообще не почувствовал, второй раз я охренел. Я, кстати, из-за него же курить бросил, когда задыхаться начал. Надо же, чтобы легкие восстанавливались. Вот там-то, да, тяжело было. Ну, то есть я эту дрянь уже знаю как бы не по приколу. Я два коронавируса этого пережил. Болячка вообще не из легких. Жить не дает. Особенно тем, кто курит, сразу говорю. Так что вот тебе, пожалуйста, экология. Там я нормально жил, вообще классно. Сюда переехал, в этот мегаполис, блин, и все. Здесь можно легко заработать всякой хренью. Простуды так я вообще молчу. В общественный транспорт залезешь, все, можешь уже это антивирусную дрянь какую-нибудь пить. Поэтому, вот чем город маленький, допустим, лучше большого. Нет, точнее, чем они отличаются? Большой город хорош тем, что там всегда есть работа, заработок. Вот, но там нету экологии, нету вот этой свободы, воздуха, вот этого всего. Вот и выбирай, либо заработок, либо жизнь. Сейчас я прочитаю. Да что такое? Ну, только дурак залетает. Редко выходные, 5 ночи. Ну, с таким временем, часовым поясом, я не знаю, тяжело. Таркова сколько пойду? Да, я не знаю, но сейчас поиграю через часа 2, наверное. Ну, у меня на 6 там запланирован стрим по Новосибирску. Это где-то через 2 часа 50 минут. Фига, ты в больнице лежал, вот эта дрянь? Ну это дрянь, я тебе говорю, она вот смех смехом, мы ржали, не верили. А пока вот сам реально не заразился этой ерундой, я вот... У меня, говорю, первый раз вообще легкие быстро восстановятся, а второй раз я вообще офигел. Я вроде это выздоровел, все, потом резко хлоп, и все, видать, дыхалка не восстановилась. Нет, это дрянь, я говорю, еще та. Лучше не шутить с ней, она реально... Ты задохнешься просто, и все. Мне никогда с легкими не было в жизни проблемы, никогда в жизни не болел пневмонией. Бронхит только переносил в армии, все один раз. Поэтому я с этим говном, я говорю, столкнулся, я офигел. Это не шутки, вообще не шутки. У меня в армии много пацанов переболело пневмонией. Я нет, я ни разу не болел. Это ерунда.
Ну, я так скажу, бронхит тоже нифига не легкий. Можно тоже от него уйти. Да, это температура до 41 поднимается. Я вот было дело у меня, короче, кто в жизни вообще температуру большую переживал? У меня, короче, в жизни была температура 40,5, почти 41. И мне приходилось, короче, на поезде это час-полтора я где-то ехал при такой температуре. Меня госпитализировали, было такое тоже. Переносила такую дрянь. Это, короче, смотри, бронхит плюс двухсторонний гайморит. У меня было. В армии подхватил это. Когда еще только начинал служить. Очень несладко было. Ну. Бронхит, ну, знаете, да, что такое бронхит? Это вот грудь у тебя, там бронхи, вот это все. А гайморит это, короче, у тебя вот здесь забивается вот эта дрянь. Вот в некоторых привычках ходить и все туда в себя вот это втягивать. Оно потом сюда копится и тебе это долбит. Оно до мозга доходит. Вот. Вот и я тоже в детстве постоянно бегал, дошмыгался, довыпендривался. Простынешь чуть и начинаешь. Это надо, чтобы все выходило, а ты в себя, блядь, и все. Вот и пожалуйста. Опасно это все. Со мной в Тарков побегать хочешь? Слушай, ну давай. А чё у тебя там? Тебе надо что-то делать там? Я, правда, сейчас вообще ни с кем не играю. Ну, ладно, сегодня попробуем. Может, мне тоже чем-нибудь поможешь. В последнее время что-то мне там не получается фильтры найти. Я маленько затянулась с этим. Мне надо терминал. Ледокол хочу открыть. Так что... Так что просто не болейте и будьте счастливы. И все. Ну, нахрен эти болячки. Они... Самое стрёмное это от болезни умирать. Это... В юности, я имею в виду. В старости это понятно уже. А ты в Дискорде есть? Я что-то не помню. В Тарков как по Дискорду? Молодец. Похлопаем. Пацану. Завязывай давай, да, я тебя выиграю. Мне так понравилось это делать. Мне, короче, эти фильтры нужны. Они такие серенькие. Я не знаю, ты их видел, скорее всего. Вот. Мне надо их 3 штуки этому усатому прапору, короче, отдать. Я хочу себе хоть этот ледокол открыть, что ли. О, Костя, привет. Ну ты смотри, ты мне в Дискорд напиши. Вот. Ну, может, ты же со стрима сейчас уйдешь, я тебе напишу, когда я буду играть. И все, там договоримся. Да блин, задолбало. Я то так его, то так уже. Один фиг он туда не зайдет у меня. Не могу понять, как вот и здесь в этой игре их забивать эти. Сказать, что я косой, ну, блин, я бы тогда другие бы не мог забивать.
Просто здесь непонятно, как они бьются. Брат, да я с удовольствием. Настоящий бильярд. Компании нет у меня сейчас. Все заняты, работают. Все семейные мы. Раньше постоянно в бильярдной зависали. Сейчас некогда. Так бы с удовольствием. Да, я тем более в Новосибирске где-то я живу. Я не знаю клубы вообще бильярдные. В своем городе раньше вообще наизусть их все знал. Они сейчас позакрывались, наверное, уже половина. Да, видишь, раньше как-то проще это все. Пошли, поиграли, а сейчас... Сейчас даже вот этот ки ты, наверное, будешь себе на прокат брать. Вот этот ки, он вообще, вот я вот точно помню эту палку. Они вот, ты заходишь в бильярд, короче. Вот как видите, вот эти два стоят. Так и они, вот эти деревяшки стоят. Пластиковые вот эти, кстати, стояли. Эти бесплатные ки. То есть ты ими можешь прям играть. А платные они были... Блин, ну у меня сейчас нету его. Он у меня, это я его в шкаф убрал. Мне его подарили. Они с рисунками идут, то есть у него на дереве прям какие-нибудь рисунки такие. И набойка у него нет вот этого пластика, как вот здесь, вот видите, на набойке пластик. Вот, то есть у них нету такого, и дерево качественное. То есть этот ки, ты прям чувствуешь его в игре. Да, от ки очень много еще зависит в этой игре. Ки бывают же кривые тоже. Материал говно, ты вот бьешь по шару, он либо соскальзывает, либо вот ты бьешь в точку, он вообще не туда куда-то. Короче, много зависит. Да, военный фильтр, да, вот надо его найти, но... А тут Карифан как-то недавно писал, говорит, это, надо вспомнить юность. Я говорю, ну давай вспомним, с компьютерного начнем. Я ему давно предлагаю, пойдем в компьютерный зал, сходим в контру, погоняем. Правда, где они сейчас, я не знаю. Честно, я бы даже в компьютерный сходил. Не знаю, мне вот нравилось мое детство вот в плане... компов, Sony, я вот вспоминаю. Футбол-то это понятно, мы все это прошли, но мне вот почему-то больше запомнилась моя юность, где мы с пацанами кайфовали от Counter-Strike в компьютерном зале. Вот это вообще были времена. Сидели, балдели. Я даже карты все знаю наизусть, которые мы играли. Мне нравилось в Counter-Strike ездить на машинках. Да, там садишься в джипик, нажимаешь Е и едешь. Карта джип как-то называлась она. Потом карта была, там можно было на грузовиках ездить. Это вот я сейчас говорю про Counter-Strike 1.6. То есть мы не просто там играли, стрелялись, там были машинки прям, прикинь, грузовые, легковые, вот эти джипики. Вот. Джип, подожди, как же она... Короче, две карты было, я точно помню. Одна типа как там парковка была, там прямо грузовики стояли, джипы были. А другая карта была, там просто джипы были. Блин, ну это забавно было. Просто чувак едет, ну, вот так вот дергается, он не рулит ничего, он нифига не может сделать. Но это было весело. Не попал. Да, Patriot Sim Games. Да, ну ты можешь мне написать, там меня найти, да. Ну хочешь в канал добавься вообще. Правда, у нас активности там нету. Ну, видишь, Arma 3 была активность, а сейчас уже людям Arma 3 больше была интересна. Народ там... Ну и плюс, видишь, Discord он не работает у многих, наверное. Помню, пользовался Кием, товарищ купил себе нифига 60 косарей. Не, мне мой ки дарила. Вот мой ки вообще, вот он для меня останется всегда на всю жизнь. Это подарок мамы был на юбилей. Я не помню, сколько мне. 25, по-моему, лет тогда было. Она мне купила.
Кстати, она же мне в бильярд когда-то учила. У меня мама просто хорошо в бильярд играла раньше. У меня бильярдист была, правда, любитель. Меня научила в бильярд играть и все. Да. Я у нее научился играть. Хотя она только свояки била. А я вот чужаки фигачу. Криво прям. Хорошо, я приму. Не стримом. Не, 60 тысяч это дорого. Это... А, ну хотя нет, подожди, сейчас 60 тысяч. Может быть это нормально. Раньше они стоили. Ну нормальный ки можно было за 15 взять. Часто, да, у них ценники дорогие, точно. Я считаю, это... Времена-то это... меняются цены у нас дорогие. Сейчас вообще бильярд дорогой. Да кого сейчас все, куда ни кинься, блин. Качество не то, да, ценник конский, блин. Куда ни это... Что не купи, короче. Слушай, по-моему, партию-то я ему отдам. У нас сейчас по партиям 2-0, я что-то здесь вообще не могу шарика забить. Так, сейчас я на пару сек отойду. Тебя добавлю сразу. Я считаю, самый душевный подарок всегда это от друзей и от родителей. Тем более, если это какой-нибудь ки, это считай на всю жизнь. Так. Блин, зачем я в Steam зашел? Тут столько сообщений просто было. Так, все, я побежал. Сейчас отойду. Все, я тебя принял. Сейчас я подойду.
Не, у меня не было своего Kia тогда. Я брал на прокат 50 рублей час, по-моему, стоило в то время. Но это было лет 10 назад, наверное. Мы играли. Но видишь, я играл это... С нами постоянно девчонки ходили, то есть... Ну, как бы сказать, жены. Я, блин, с 16 лет я уже, ну, как бы постоянно женат. Я особо с девчонками-то не погулять. В основном жен брали. Так, времена стоил 20 какой-то спецматериал. Я не знаю, видишь, можно было конечно, все зависит от дерева. Ну, вот. Дерево же разное тоже есть. Ну, у меня, я бы не сказал, что у меня топовый ки. У меня он обычный такой. Ну, точно не такой, от которыми мы играем. Эти ки это вообще фигня полная. Мне пластиковый ки не нравится, он не катается. Сразу говорю, его каким-то лаком покрывают. Тебе приходится потом мелом, вот этим же мелом руку мазать, которым ты ки натираешь, чтобы у тебя катался. Блин, он длинный, он в камеру не войдет. Он большой ки. Вот у него, видите, рисунок здесь такой. Ну и можно шары крутить, хорошо он крутит вообще. Блин, я же до потолка достал, он потолок ударил. Он длинный ки, здоровый. Но он у меня вот в этом, видите, чехол какой, как под снайперскую винтовку. Я когда с ним ходил, играл раньше с пацанами, мне всем казалось, что я с оружием иду. Они на меня так смотрели, как на этого, на Хитмана. Игра Хитмана есть. Ну да, у меня задание было. Ну а что, нельзя, что ли? Подумаешь, со снайперской винтовкой на крышу шел. Что есть такого? Привет, Игорек. Ой, так жалько. Портится ки. Надо это по назначению его использовать уже. Так-то. Сколько вот он у меня уже в шкафу? Сейчас скажу. Да сегодня вообще какой год? 26. 5 лет он у меня уже в шкафу, прикинь. Не, я с 16 лет женат, но у меня два раза я женат с 16 лет. Вот так вот. Ой, тяжело, надо. Вот иногда мужику надо свободу, но нельзя, вот нельзя. Тут надо выбирать, либо женат, либо балдей. Я вот не могу балдеть долго. Поэтому тут... Вот тут я точно не знаю, что посоветовать людям. Как вот оно лучше. Пускай человек сам для себя выберет, как ему лучше. Фига он меня обувает 3-0 уже. Зачетный ки. Вам понравился мой ки? Фига себе, он вроде не такой дорогой. Ну, это подарок матери, как бы. Даже если я в бильярд не буду играть, я его буду хранить всегда. Все-таки подарки родственников это святое, я считаю. Наверное. Память всегда будет. Даже вот в футбол люди играют, если мячик им подарят, да, как память. Кто-то в чехле ружье хранит, да, кто-то на охоту ходит. Я вот не охотник. Рыбачить мне нравится, да. Нифига себе, первый шар, офигеть. Наконец-то я научился играть в бильярд.
Как лучше бить шар? Нужно бить конем. Конем, да. Смотри, он что творит. Сейчас еще бы этот туда бы свояка забил. Так что бильярд, я не знаю сейчас, сколько он вообще по цене и как у него все это. Время прошло много, цены вообще взлетели. Ну, я думаю, он дорогой. У него и стол дорогой, и кий дорогой сейчас. Ну, игра вполне интересная. Я считаю, игра здесь не... Здесь можно как и с товарищем время провести, так... А, у меня фол был, да? Смотри, он мне, короче, в 0. Подожди, а почему у меня 0? Я же забыл. Да, и вот им лучше конем бить. Ты все помнишь тот прикол, ходи конем, да? А это прикол еще с это. Ну это шахматный прикол, как бы. Ух ты, нифига себе, у меня гроза. У меня, прикинь, гром гремит сейчас за окном. Неужели? Офигеть. Блин, ну я не хочу ему в сухую партию проиграть. Вот как вот оно, да, вот. Как вот оно, вроде играешь, так катаешь, потом бац, так позорно проигрываешь. И такое вот бывает тоже. Я говорю, эта игра, она вот непредсказуема, как она у тебя пойдет. У тебя даже бывает, ты даже легкий шар можешь не забить. Но это вот когда любительская игра. Когда ты живешь в этой игре, каждый день играешь, конечно, ты, блин, спиной будешь забивать их. В угол ударю. Я просто, мы вот играли, у меня были ребята, они очень часто ходили играть в этот бильярд. То есть я тут, допустим, чисто в компании любил походить, отдохнуть, а они прям часто играли. У них были игры, они не играли в обычный русский, у них было что-то типа пирамиды, короче. Как-то пирамида называлась, русская пирамида как-то, я уже честно правила не помню. Но у них в основном они играли свояками. То есть у них все было на свояках и на кручение шара. Они в основном постоянно крутили всякое разное. Они могли, допустим, даже вот такой шар ударить вот в тот шар и забить туда свояка. Это реально. То есть его можно хорошо... Ну вот здесь он, правда, у борта, если чуть подальше, его можно хорошо закрутить. Ударить так хорошо, что он туда уйдет. Крученый. Крученый, кстати, очень хорошо. Он заходит в лузу. Я не знаю, почему здесь так не заходят они. В реальной жизни они очень хорошо заходят. Вообще, крученый шар считается для лузы самый лучший. Он хорошо идет туда. Видите, он опять не зашел. Вот он шел крученый, он туда не заходит здесь. То есть здесь вот почему-то вот именно физика на крученый шар, она недоработана, я считаю. Обычно, если играть без кручения, да, здесь хорошо они заходят. Ага. Даже такие, блин, не заходят. А что это было, блин, сейчас? А если бы у тебя дома был бы бильярд, ты бы вживую играл, блин? Я там пипец. Ты имеешь в виду, блогер бы по бильярду был? Слушай, ну, не знаю. Сложный вопрос. Это, прикинь, надо камеру памяти, чтобы сидеть партию заснять.
А, ну хотя если только нарезки делать, как ты шарик забиваешь, а не как возле стола крутишься. Опа, не попал. Да, у меня грозану. Да, я бы... Да не, я бы, мне кажется, если бы у меня бильярд был настоящий, вообще бы не вылез бы из него. Я говорю, я азартный вообще в него. Мне вот нравится. Ну, как будто вот, кому-то футбол нравится, да, кому-то там еще что-то нравится. Я вот бильярд люблю в жизни, не знаю. Блин, ты смотри, что. Вообще не могу забить что-то. Вот у меня бывает партия вообще дубовая. Но гром херачит сильный прям. Ну я надеюсь, хоть прольет нормально, а то вообще душно прям. Расслабился я тут с ним, конечно. Вот смотри, он как тонко пытается забить. Вот надо так же вот научиться. Он как-то его прям чувствует, шар. Ага, чувствует. Я знаю, как он чувствует. Он его вот так чувствует. Это, знаете, тут как ВКонтакте есть бильярд тут тоже. И там это какой-нибудь мелок используешь или что-нибудь. Вот такая вот ерунда начинается. Вот. Чё вот с таким-то не играть-то? Не, мне интересно самому как-то. Ну, видите, это кто вот бильярд играл в жизни, тем интересно. А тем вот просто шарики покатать можно и через резку. Почему бы и нет, да? Вообще в лоб ему дал. Для бильярда очень большая. Смотри. Смотри разницу. Американский стол и русский стол. Это вот американка стоит вот там. Для бильярда нужен целая комната второго этажа. Почему? Привет. Ну, потому что уже все. Перегорел, уже хватит. Я как бы цель-то была не только свои миссии делать, а научить людей что-то делать, чтобы они для друг друга что-то делали. Вот, но у нас особо разработчиков там не прибавилось, поэтому мы же не вечны тоже, нам тоже хочется кайфовать. Блин, редактор он не всегда дает кайфа, столько времени в него убиваешь. Не, это я сейчас косой делать не в лузе. Лунка. Поэтому реально свой капельч. Ну, она кажется, что такая узкая. На самом деле нет. Здесь руку набиваешь, она не такая же. Здесь есть немного расстояния. Если вот так шар приставить к лузе. Видишь, здесь стол новый в игре. В жизни-то они не новые столы. Их разбивают. Углы они разбиты. Вот. Но опять же полотно тоже попорчено местами. Где-то может порвано, где-то точки от кия. Потому что вот если, допустим, бить постоянно вот так вот. Некоторые даже вот так вниз не бьют, просто бьют по шару. У них получается, они бьют куда-то под шар. Потому что у них рука вот так ходит ходуном. Они еще выпьют что-нибудь крепенького алкоголя. У них вот так гуляют такие. И они не в шар попадают, они вниз бьют и стол портят. Поэтому стол стопудово будет коцанный. То здесь он новый. А очень много зависит тут еще от стола. Если у него, допустим, там косяк, у тебя шар, он может траекторию поменять даже из этого косяка. Это очень такое дело тоже
Но оно влияет на игру. Не, в реальном, я тебе говорю, в реальном наоборот проще играть, чем здесь. Здесь сложнее намного. Здесь ты не чувствуешь так игру, как там. Не знаю, мне наоборот здесь сложнее играть, чем в реальном. Я вот, допустим, здесь на центр вообще не могу сыграть. Постоянно то недолет, то перелет. Там ты как-то то ли руку свою лучше чувствуешь, плюс сам как ты там выбираешь, как тебе здесь целиться. Ну, в реальной жизни именно. Все, он меня выиграл. 2-1 у нас с ним пока в мою. Я вот честно скажу, в реальном бильярде, если научиться играть, намного легче играть, чем здесь. Во-первых, соперник у тебя не читер, как здесь. Потому что он здесь заскриптованный компьютер. Он такой же там, как ты, игрок. Единственное, в реальной вот, ты не сможешь такой вот шар бить, допустим. Тебе придется брать подставку. Как вот ты, это тебе на весь стол залазить, тебя отругают за это. Ты что, куда залез? Ты же, получается, если будешь на стол залазить, ты можешь своими вещами полотно порвать. То есть вот до этого шара ты вот сам представь, вот как ты до него достанешь, блин. Тем более, ну ладно, я левша, я достану левой рукой, а ты правой сможешь вот этот шар ударить? Нет. Правая сторона-то. Тут же под левую руку. Тоже особенность, да? Что тоже такие моменты. Вот такой шар. Тоже сложновато будет в реальной жизни бить. А почему? Потому что вот, это уже будет фол. Если ты будешь задевать рукой, пальцем, либо кием случайно, еще даже не ударив шар, это фол. Тебе нельзя задевать его. То есть вот такой шар в реальной жизни тебе сложно. Ты его только можешь вот так попробовать. Но он здесь не показывает его почему-то. Не поднимает. Только если бить его вот так вот. Опять же, не достанешь с подставкой. Смотри. Смотри, как он далеко находится. Как вот ты до него дотянешься, да? Вот, то здесь, да, здесь попроще. В этом плане. То есть шары любые достаешь. А так, лозы здесь сложнее пробивать. Они прям тяжело бьются. Так что есть плюсы, есть минусы. Да, в реале, если ты нацелишься в центр, у тебя может рука дрогнуть. Это правильно ты говоришь. То есть вот ты вот здесь-то видишь, ты нацелился, у тебя кий, вот все, он намертво. А в реальной жизни вот у тебя, смотря сколько выпил еще. Ну, кто-то же пьет, еще играет. Блин, я редко видел игроков, вот сколько я в бильярд ходил, чтобы они без алкоголя там были. Очень редко. По-моему, постоянно какой-нибудь допивас допьют. Потому что в основном же идут компании, всем же весело общаться, знакомиться. Может кто-то знакомится. Американка, кстати, тоже интересная в плане коллектива. Там тоже можно, там можно играть по очереди. Можно играть 2 на 2, не обязательно 1 на 1. Можете трое играть, передавать. Вот ты ударил, там другой бьет, другая команда, соперник. Потом твой товарищ следующий. Вот так вот передаешь, короче. Коллективно. Я считаю, бильярд это коллективная игра. Ну, как бы ты можешь 1 на 1 играть, а можешь просто с друзьями по очереди бить и все. Вообще без проблем. Не, подставки можно использовать, потому что бывает ты не достаешь до шара.
А, что такое подставка? Это тот же кий, допустим, только у него на конце не набойка, а этот... грабля. Это, короче, такая штука, она выглядит как грабля, только там 3 ячейки, допустим, и в эти ячейки ты в ски вот этот вставляешь и просто вводишь одной рукой по нему. Да надо видеть. Вот такая штука интересная тоже. Но без нее ты не достанешь до шаров. Потому что стол он здоровый. Стол он здоровый, ты... А на стол залазить, по идее, нельзя. Хоть мы и позволяли иногда себе такое, но это, по идее, нарушение. Тебя за это наказать могут. Ты же полотно можешь порвать. Нет у меня сегодня точки этой. У меня как-то было, я помню, тоже приноровился играть. Я вот прям глазом мог эту точку зафиксировать примерно и в эту точку ударить. Тоже вот. Но это со временем привыкаешь к этой теме. Шары же они не новые. На каждом шарике есть какой-то косяк. Где-то царапинка какая-то там или что. Вот. И вот эти царапинку ты запоминаешь. Допустим, по этой царапинке. Как его убить. Заметили, здесь тоже косяки. Он, видите, есть на шариках. Вот здесь их плохо видно, потому что это игра. А в жизни ты это хорошо видишь. И вот по этим царапинкам ты примерно замечаешь. Вот ты как вот играешь. Вот как я играю. Вот я вижу примерно номер шара и вот эту царапинку между... Точка где-то между номером и царапинкой. Примерно. И вот стараюсь, чтобы мой край шара вот этого, которым я бью, задел вот именно... Вот куда эту точку ударил. Вот. Но опять же, сила удара. То есть, если сильно ударишь, он может выпрыгнуть, может вообще взлететь. Были травмы тоже, помню. Люди играли, они вот находятся за столом и так ходят вокруг. Им же интересно смотреть. Чуть в лицо не прилетал шар. Если он прилетит, это больно будет. Он тяжелый. Поэтому дело такое. Удары сильные. В русском бильярде удары сильные. Я вот помню, мы очень сильно били. Если переусердствуешь, он прям вылетает, он просто летит. Поэтому... Да, много случаев всяких было. Да, эти грабли, они специально идут. Вот это вот, по сути, грабля, вот это вот такой же кий, только у него на конце здесь идет грабля. Чтобы ты мог кий туда поставить и просто свободным ходом вот ты так рукой его вводишь. Вот, и ударяешь. А так ты не достанешь никак двумя руками. Ты только одной рукой вот этой, который самый край кия вот ближе к тебе держит. Вот этот край ты можешь держать одной рукой. Но там же ты ближе к шару, ты никак не достанешь до него. Поэтому грабля тебя спасает. Грабля это как твоя вторая рука. Вот, и уже начинаешь играть. Примерно это выглядит вот так. Вот. С граблей. Вот на таком расстоянии тебе надо ударить шар. Вот считай, вот сейчас грабли, допустим, и я буду бить граблей. Вот, ну грабли, да, я согласен, он более стабилизирован кий. То есть она его стабилизирует, вот он у тебя, как вот здесь, на одном месте. Твоя задача только прицелиться. Все, вот. Правда, удар будет у тебя другой, у тебя будет больше такой размазной удар. Где-то у меня дождя нету, это какой-то прикол. У меня гроза гремит, а дождя нету. Вот это вообще не серьезно, конечно. Просто гром гремит и все.
Я бы почувствовал сейчас бы сырость, вот эту свежесть. Нету нифига. Просто гром гремит и все. Так что, вот, мое мнение, этот бильярд, он более приближен к реальности. То есть, вот, человек, который играл в бильярд, я могу точно сказать, вот, это реальный бильярд. По сравнению с то, что там другое играете, это реалистичный бильярд. А почему кий прям выглядит как в реальной жизни, стол как в реальной жизни, шары размер как в реальной жизни? По сути, вы играете здесь в реальный бильярд, только в виртуальный, и все. Насчет физики, ну, вот тут я, конечно, не знаю. Еще пока не могу сказать точно. Свояк, да, свояк вот как в реальной жизни заходит. Свояк, чужак здесь. А вот что касается крученных шаров, не могу тоже сказать, как в реальной жизни. Мне кажется, что-то вот с крученным маленько не то. Вот. А так, для обычной игры вообще он в самый раз. Этот бильярд. Он бесплатный. В интернете он есть. Опять смазал. Реально, это в интернете он есть, он бесплатный. В Стиме, по-моему, его нету. В этот бильярд можно играть, вот компьютер поставил, локалку подсоединил, позвал товарища. Че, давай в бильярде катанем, давай, и все. То есть так вот получается. Он локальный. Давай, давай, давай. Ах ты, сейчас бы такой дурак зашел. Это раньше, дурак. Что такое дурак вообще? Дурак — это, по идее, правильный удар. То есть ты как бы вроде в лузу не попал, но ты вот эту траекторию угадал и силу удара. Здесь же можно играть по траекториям. Бильярд, у него траектория, если посмотреть, она идет вот так вот. Дугой. Тык-тык-тык-тык. То есть ты можешь, по идее, шар ударить по углу, и он, если, ну, это надо уже, этот глаз набиваешь уже, все это. Вот эти эксперты, которые играют, мастера, чемпионаты устраивают, все, они тут все уже, вот именно вот эти углы, они все знают наизусть. Вот он, допустим, ударит вот так вот, он пойдет вот в этот шар и забьет через лузу, через борт. То есть вот это тоже, но это уже, знаете, тут это фокусы называю я так. Тоже люди до того уже наигрались в эту игру, они уже так освоили, что они уже фокусы творят. Вот у меня здесь соперник, он здесь фокусник, он такие шары бьет. Хотя он любитель, для любителей это перебор, я считаю. Вот я любитель, а он нет. Он читер. Что? Жопой катать на столе. Но некоторые так и делают. Они берут, залазят на стол. Ну, залазят так, что у них жопа прям на полотне. Потом ты приходишь, хочешь поиграть нормально в бильярд, а там дырка какая-нибудь в столе. От жопы. Давай попробуем такой ударить. Блин, он забиваемый, но он сложненький. Его надо правильно бить просто. Вот опять же, не знаю просто как по силе удара его бить.
резко, или этому пофиг, как ему бить. Либо в растяжечку. Вот. Не могу, вот уже не помню. Ну, по правилам, да, но когда вот вы играете в компании, вам плевать на эти правила, вы просто играете. Вы же не чемпионат устраиваете. Вы сидите, разговариваете, балдеете, вы же не будете друг друга. Ага, вот ты нечестно играешь, зачем ты залез туда, не так ударил? Вам же не надо вот это русское говоря, ладно, не буду ругаться. Теребеньканье. Ладно, по-другому объясню. А так, да, если вот по всем правилам, по турниру, ну, как оно на самом деле есть, то да, и на стол залазить нельзя, по идее, вот грабли используются. Поэтому я тебе даже больше скажу, здесь, короче, комп, вот этот, который со мной играет, он некоторые правила вообще не соблюдает. Здесь бывают шары, они вот прям друг другу стоят рядом, такие шары, по идее, бить нельзя. Из этих шаров какой-то бить нельзя, а по ним можно бить. Так он берет эти два шара и он их начинает подрезать, либо его прямо гнать. То есть, ну, видишь, здесь нету такого. У нас это называлось яйца, и яйца их не били. Их только разбивать можно было, либо по ним бить. Но не это, не эти два шара трогать. Поэтому я когда увидел, что он это делает, значит я понял, что здесь правил таковых нету. Вот, тут видишь, два шара стоят. Они вот на расстоянии, их можно бить. Ну, короче, по правилам полшара должно быть расстояние. А они бывают тут рядом стоят, там даже полшара нету. И вот он, компьютер, здесь такими играет. Вот тоже, видишь, два шара стоят. Они здесь частенько так вот. И вот когда они вот есть шары, они прям соприкасаются с друг другом. Их, по идее, бить нельзя. По ним можно бить. То есть я, допустим, могу вот этим шаром ударить такие шары, но не в их кучу вот в этой. Ну, комп вот он такие будет сейчас бить. Сейчас смотри, вот я вот этот ударю, а вот эти оставлю, и он возьмет. Не, если, допустим, если бы они близко были, он бил бы их, и все. И у него это хорошо получается, он хорошо бьет. Такие вот можно бить, здесь больше шара, здесь шар даже больше расстояния есть. Еще момент. У нас вот, кто смотрел предыдущие партии, мы играли в предыдущих стримах, у нас бывал шар в лузе застревал. Его, по идее, соперник, вот ты, если вот это твой шар застрял, его соперник не должен напрямую бить. По правилам это через один бьется шар. То есть ты берешь, ударяешь в шар, и он должен забить тот шар, а не так напрямую. Вот. Даже Гром со мной согласен. А можно молнию еще, пожалуйста? Только не в компьютере. Не хочу его обновлять потом. Тут недавно у нас в телеге где-то новость. Ну, когда телега еще работала. Курьера, прикинь, на парковке молния бахнула.
Жесть вообще. Просто пацан на велике ехал, как даст по нему насмерть сразу. Девчонка его засняла на видео с окна. Вот как, да? Человек живет просто, у него молния херачит. Вообще не знаю, что будет завтра. Да, молния часто стала бить куда не надо, поэтому тут надо аккуратно быть. А мы еще это, советского времени наслушанные от родителей. Есть еще шаровая молния, знаете, да, такую? Это такой комок энергии летучий, это вообще пипец. Кстати, давненько у нас такого эффекта не было. Сейчас отойду на секунду. Наслышан я насчет этого. Мы, кстати, вот кто играл в игру Сталкер или Метро, да, там комок такой летал-то. Вот. Это как бы в игре, а в жизни вот есть такая штука. Она раньше вот, люди ее такую тему встречали. Кто бесперебойник? Слушай, нет, по-моему, нет у меня такой темы. Слушай, а я не боюсь молнии, ударит и ударит. Я считаю так, если молния ударяет, значит так надо. Я тебе просто так скажу, вот я человек такой, если что-то происходит, оно происходит так уже, ты ничего не поделаешь. Единственное, если ты только сам в окно не пойдешь башкой вниз прыгать, то это уже другая ситуация. Это маленько другое. А так, ну ты не застрахован, ты идешь, вот сосулька в тебя летит. Ну чё, ты же не всегда угадаешь, что будет. Либо дебил какой-нибудь летит, с управлением не справился и в тебя таранится. Не, есть, конечно, моменты, когда ты сам можешь это заметить быстро, реакцию. Тогда ты вообще красава. А так, ну, это уже, наверное, задумано так. Ты вот как насчет этого думаешь? Это вот задумано так вот? Смотрел фильм вообще, это «Пункт назначения»? Как вот ты думаешь насчет этого фильма? Бред это все или на самом деле? Мне вот всегда интересно. Либо это совпадение. Блин, мне один шар остался, не могу увернуться. Не, я согласен, можно увернуться, если ты поймаешь реакцию. Ну, то есть ты имеешь в виду, что можно обмануть всю эту тему, да? Как бы... Не, ну все равно она же будет тебя преследовать, наверное, эта тема. Да? Сегодня обманул, завтра нет. Это как, знаешь, фильм это в капюшоне с косой за тобой гоняется. Подожди, «Американский пирог», по-моему, или «Самый лучший фильм». Нет. Блин, подожди, где же прикол-то этот был? По-моему, «Американский пирог». Так что тут, ребят, дело такое. Пум, партия. Я имею в виду, что просто надо жить и не заморачиваться, и все. Глупости не творить, жить и все, а там уже... Поэтому и молния, ты не знаешь, как она сработает. Я вот про это имею в виду. Ну, чтобы вот куда-то прям в окно било, я такого еще не видел у нас, не знаю. По дереву бьет, а она где-нибудь на открытом месте, если ты, может ударить. С молнией. Но опять же, тут два конца. Можно умереть, а можно экстрасенсом стать, так что...
будущее видеть. Да? Мысли читать, помните фильм? Ну. Блин, как же, подожди, фильм-то назывался? Там чувак ходил, женские мысли, все читал. Блин, с одной стороны это здорово, а с другой стороны я ему сочувствую. Вот это слушать, блин, у меня сегодня эти дни, я не могу с этим справиться. Вот это вот ходишь, вот это слушаешь, вот эту ерунду всякую. Ой, мне сегодня надо подмышки побрить там. Ну это пипец. Нет, я не хочу такой дар себе. Главное жить и не грешить. Но это... Ой. Я считаю, главное прожить свою жизнь, неважно, как она у тебя до старости, либо тебя сосулька убьет, блин. Не заморачиваться, просто жить и все. Как ведь в эти новости не зайдешь, то там что-то случилось, то там, то там, то там, то там, то там, то там, то там. Да ё-моё, блин. Если на это все реагировать вот так вот, это пипец, у тебя нервов не хватит. Поэтому просто надо отпустить ситуацию и... Пока живется жить, да? Правильно? А, чего хотят женщины с Мелом Гибсоном? Да, блин, фильм прикольный. Я тогда вообще угорнул над ним. Классное кино было. Там и поржать можно тоже. Этот... Вот, чё надо? Звонят до сих пор, верят. Я все балдею над этими, блин. Которые... Вот люди же верят тоже им, да? Вот, трубки берут этим жуликам-то этим. Я вот когда, кто стримы мои часто смотрит, обращали внимание, я когда начинаю стримить, мне начинает звонить всякое дребедение, не знаю откуда у них номер мой вообще. Я никогда телефона не беру, мне вообще пофиг. Мне не интересны их ни кредиты, вообще ничего не интересно. Если мне надо что-то, я лучше сам схожу, узнаю. А вот по телефону я вообще никогда не отвечаю. Тут как-то был случай тоже, мы со сменщиком работаю. Блять, я не могу понять, что-то приходит смс ночью, а у нас там это... Я же в пятерке работаю, этим водителем я работаю. У нас, короче, сцепка завалилась, он прицеп улетел у него зимой, соскользнул в кювет. Ну и нас вызвали ему помогать, короче. Ну и вот смс такая приходит, совпадение такое ночью. Я тебя видел на дороге, вот, и сфотографировал, посмотри фото. Ну я, конечно, короче, поверил в это. Да просто оно как-то все совпало, прикинь. Я, короче, нажал на эту ерундень, блядь. Ну и все. И потом от него смс приходит. Не вздумай нажимать, меня взломали. А, короче, все полетело. Телеграм, блин, вот этот Макс еще на тот момент вот только вышел. Как начало все моргать. Вот эти смс-ки приходить, активация кода, все вот это. Я думаю, ё-моё, вот это дурь. Я, короче, долго не тупил. А знаете, как сделал? Я быстренько зашел в Яндекс, набрал... Ну, мы же люди как бы это с компом дружим, да? Мне подсказку дали, вырубайте срочно вот эту всю делегу, интернет и все, и заходите, вот эту программку свою удаляйте, которую... Я, короче, беру просто интернет, вырубаю. Захожу в приложение и смотрю последнее, что установилось. Ага, говнище, вот это архив какой-то, короче, поставил. Я просто беру его, удаляю. Все. Потом систему перезагружаю, включаю, у меня все работает нормально. Ну, пришлось, конечно, там некоторые мессенджеры заново восстанавливать. Так он, прикинь, он вот эти госуслуги, вот это все, короче, начинает взламывать. Так что будьте аккуратны. Если поймали это говно, сразу интернет прыг,
И ищите, что вы последнее установили, и все. Потому что оно без интернета, оно вам ничего не сделает. Это все онлайн. Я когда у родителей жил, 96-90 молния ударила в антенну. Но она может ударить, ну, в такие места. Бьет она, конечно. Горизонт или сгорел, и подоконник загорелся, нифига себе. Я в этот момент рядом был, я аж упал на колени, мурашки. Фига ты пережил, конечно, жестко. У нас пацаны вообще развлекаются тут недавно. Как я новость читал, залезли на поезда. Вот, кстати, это ближе к тебе, Эдуард, тема. И на провода повисли, их током ёбнуло. Чем думали, вообще непонятно. Ну там понимаешь сам сколько вольт, там все минус сразу. Я имею в виду минус жизнь. Не, молния это не шутки, она если ударит, это... С молнией лучше не шутить, ну... У нас не по партиям 3-1, а по шарам 3-3. Ладно, все, давайте не будем о грустном. Ну, это долго все. Долгая такая тема, блин. Ну, а вот по сути, да, вот сравнить. Вот наша жизнь и дикая природа. В дикой природе тоже не легче. Там тебя быстро съедят. Вот и думай, где лучше. Здесь хоть немного поживешь. Думайте всегда о дикой природе. Как будто вы бы были бы в лесу каким-нибудь зайчиком. Вот. И тогда у вас сразу... Блин, как классно, я человек. Офигенно. Не, а что? Не, ну... Кому-то еще хуже. Зайчиком, допустим, или там, не знаю, мышкам. Хотя вот в игре Escape from Tarkov мышкам вообще хорошо в последнее время. Чё тут вот это, что такое, блин, было? Поиздевался надо мной. Не, там это ток большой, конечно. Вот в городе взять город, у нас же трамваи, троллейбусы, метро, все. То, блин, на трамвай залезут сзади, то на троллейбусе сзади катаются, пацаны угорают. Не, я вот родился в городе, у нас не было ни метро, ни троллейбусов, ни трамваев, как бы. Максимум, что мы делали, я помню, это вот гаражи, вот эти с гаражей сальтом в сугробы прыгали там и все такое. Ну, могли зайцем проехать на автобусе. Но сейчас это пипец, это вообще отчаянные ребята, они такое чудят. Просто на провода виснут, сзади цепляются за технику. Ну, по мне так это все. Это билет в один конец, если не повезет. Да, блин, ну что тебе надо? Ну нормально же траектория была, опять не заходит.
Да не успела ты гранаты отбежать. Ты имей в виду, если ты в ПВЕ нападаешь на ботов, сразу прислушивайся вот к этому звуку. Либо они говорят, эй, щемись там что-нибудь. Потому что граната летит стопудово. Они без гранат редко будут с тобой драться. Я даже диких стараюсь это на расстоянии, это, ну то есть от них убегать, потому что они гранаты бросают. Да ну, нифига себе, у нас дождик небольшой. Офигеть, наконец-то. Я за дождик. А, ну ты, то есть, это тоже этим занимался, да? Ну, я просто, я вырос не в большом городе. У нас максимум, что было, это автобусы, маршрутки, такси, все. Сейчас вот живешь в этом городе, где все есть. И для меня это как-то дико кажется. Но у нас свои приключения были, без этого тоже дурью страдали. Хватало. Вот как раз, наверное, все это даже армия тебе не помогает. Ты все равно можешь после армии прийти, дурью страдать. Семейная жизнь только это исправляет. Когда уже отношения у тебя появляются серьезные, тебе уже не до трамваев и троллейбусов. Да ты угораешь, но это уже вообще перебор, я считаю. Просто шар в лузе, он не идет. Был период, я захватил тоже мой любимый клуб, куда я ходил в бильярд играть с пацанами. Я когда уезжал в армию, я приехал с армии, мы пошли потом поиграть, там столы обновили. Вот эти столы, вот я просто вспоминаю, сука, это вот это же говно, вот которое сейчас вот, только синее полотно было. Мы их вообще пробить не могли. То есть вот эти лузы, которые новые, их очень сложно играть в них. Поэтому новый стол это не есть хорошо. Вот когда чуть-чуть углы разбиты на лузах, уже интересней. А это пипец. Это то же самое, как ну, мы их называли луза-девственница. Иначе никак не назовешь. Вот иногда мне, ну вот я вспоминаю тот момент, вот, он просто не заходит и все. Усть-Кута? Блин, я не знаю это место. Это у вас в Иркутской области, да? Блин, название такое, как будто ты где-то в Алтайском крае жил. Так хорошо вот было, а? Я выиграл, он меня догнал. Это мы это с Карифаном тоже играли раньше постоянно. Придем тоже такие на расслабончики, там пивасик, все такое. А потом, как начинаю его выигрывать, он злится, начинает. Потом меня выигрывает и начинает. Так тебе, сука. Я говорю, ты чё, Роман, чё с тобой? Как будто турнир с ним играем. Постоянно так вот он. Короче, у нас с ним потом турнир начинался после. Как он не любил, когда я его выигрываю. Но он лучше меня играл всегда.
А тут ты чё, обычный любитель. Да. В бильярде тоже злятся. Есть такие. Я говорю, да ты успокойся, нормально все, мы же просто играем, ты чё? Короче, у нас с ним соревнования были. Ну, есть люди, вот, но они характером такие в жизни. Ну, то есть он привык быть победителем, все. Он пофиг, там друг, мама, папа, вообще похер. Вот если его выигрывают, все, это его эго. Минус. Есть у нас такие в чате, нет? Я вот понял для себя, как бы, в жизни надо уметь и проигрывать, и выигрывать, и проигрывать, тогда будет баланс. Не всегда же ты будешь победителем, да? В играх я имею в виду, в играх. Я проигрываю. Мы именно проигрываем. Счет точно был. Нифига себе, 1000 километров от Иркутска, это... Ну, это почти как у меня, допустим, в Горно-Алтайск, даже дальше. Я все в Алтай хочу нормально съездить. Там я уже до сих пор не исследовал. Там столько мест. Там природа такая прям... Там есть места прям дикие-дикие. Тут прикол опять сегодня смотрел. На Камчатке медведь до рыбака докопался. Он его все ругает. Что ты за мной тащишься? А у него рыбу пытается стащить, короче. Блин, вот прикол, да? Вот они же как-то живут, люди с этими медведями, блин. И не боятся их. Не знаю, я так и не понял, он ему рыбу отдал или не отдал. Я же так и не понял там ролик. Но он долго с ним ругался, говорит, отстань от меня. Ну, правда, там мат за матом был, это я так. Блин, надо еще учиться в такие шары. Я вообще пока не понимаю, как бить. Свояк. Вот, а он, видите, вообще играет. Он просто его в лузу хотел свой забить. Чего? Когда настраиваешься на победу, тогда и проигрывать неприятно. А когда начинаешь... Ну, да. Когда ты себе начинаешь бивать, да я стопудово там что-нибудь. И... Главное это... Как-то нейтрально быть, то есть, ну, могу проиграть, могу выиграть, а когда ты, о, да я стопудово выиграю, ну, конечно, для тебя это будет удар, если ты проиграешь. Это психология, но... Согласен. Есть такое, но... Так, ну, он фол получил, у него минус шар получается. Да блин, ну почему в лоб-то? Че, я реально его в лоб ударил? Ты вот сейчас видел на экране, в лоб я ударил, да? У меня просто косоглаз. Я вот вроде
как бы не хотел его в лоб бить. Я маленько его подрезать хотел, но может я его в лоб ударил. Был момент, первый стрим еще по этой игре, я вот тоже ругался, говорю, а, что не так, а потом смотрю, реально не туда бил. Запись посмотрю. Тут как он их бьет? Талант. А тут русский бильярд не обманешь. Вот если был бы американский, стопудово бы залетело. Пять у нас по шарам. Уже 6-5. Ох, мой любимый центр, как я тебя не люблю. Я почему-то вообще в этой игре не получается убить. Но будем пробовать. Маленько хотел его назад откатить и закрутить. А так он бы просто бы его ударил. Смотрите, мути, да? Но тут уже партия за ним. Когда он так начинает играть, это все, это ты проиграл. Блин, такие шарики центральные, хорошие. Вот смотри, вот я сейчас его буду бить не в лоб. Вот сейчас он немного с отклонением идет вправо. То есть вот этот шар, по которому я хочу ударить, я его хочу немного отклонить. Вот, но он его сейчас возьмет и может ударить в лоб. У меня такое было. Я запишу мы здесь так. Если взять вот так вот, он у меня вообще уйдет влево. Ну, то есть, если взять вот по траектории смотришь, он смотрит у тебя в правый угол лузы. Вот, это значит, нам надо его сместить. То есть, нам шарик надо ударить немного правее. Но это не сильно, потому что не сильно смещение. Вот, видите, надо еще тогда было маленько. Вот так вот ты играешь в бильярд. Смотришь примерно, насколько вот его смещать. Но по своякам там отдельно. Там сейчас вот на данный момент опять же мы смотрим шар. Он в лузу не идет прямо. Если вот так ударить, его надо маленько с отклонением бить. То есть ближе к цифре 1. Вот у него цифра 1 вот слева. Вот так вот мы маленько отклоняем и забиваем.
Вот, у свояка есть понимание, то толще, тоньше. Ну. То есть вот здесь надо играть. Здесь зависит не толще, не тоньше, а зависит от удара. То есть надо ударить так, чтобы он смог вот сюда улететь, да, допустим. Но это сложный свояк. Вот. Если обычные свояки, то там уже идет понимание. Толсто, тонко, блин. Такая тема. Так, что мы тут имеем? Конечно, я сначала смотрю, что полегче, потом уже начинаю понимать, что видеть, что лучше надо отыграть. Почему я ищу попроще? Чтобы ему не оставлять шансов. Если я оставлю проще ему, он его забьет. А зачем мне это надо? Ну, на данный момент для меня шаров здесь таких прям нету легких. Свояк. Блять, вот по своякам вообще тяжело объяснять. Я не знаю, вот чужак еще могу объяснить, свояк это пипец. Тут как-то на глаз, что ли. Тарков будет. Будет Тарков, да? Через 1,5 часа. Будет Тарков. Ну чё, будем пробовать. Если, допустим, использовать вот такой удар, чуть его в макушку бить, то можно его уже бить более толще, наверное, что ли, брать, потому что он его толкнет. Что-то типа этого. Ну, я еще сам тоже практикую эту тему. Самые сложные шары, это тут он стоит на углу, тебе надо его как-то в край прям так подрезать. Допустим, вот он. Вот этот 13-й надо туда забить. Надо прям как-то в край вот его. Вот компьютеры такие вообще лупит же, он их забивает. Но в реальной жизни это тяжело. Не знаю, как он их бьет. Ну, программа, что с программой? Все с ней понятно, да? Вот прямой шар, кажется, легкий. Нифига. Здесь удар идет, он вот такой, блин. То есть ты уже... Одно дело, допустим, когда ты бьешь вот так вот, как на прицеле, да? А другое дело вот так вот. Уже ты плохо видишь траекторию, не получится. Вот. Как вот ты ее видишь? Никак. Тоже на глаз такой. А еще от борта бывает удар тоже. Вот, ну, это не в игре, а в реальной жизни. Он смазанный. Ты не можешь нормально ударить. Не точный удар, так сказать. Все, я, короче, расслабился уже. Да и я сегодня на расслабоне, мне как-то пофиг. Я удивлен, что он так играет. Ну, кстати, он меня он догонит меня скоро по партиям. У нас 3-2, пока в мою. Я то оторвусь, то партию ему отдаю. Ну и пофиг. Вот шар, пожалуйста. Вот если его убить прямо, он у тебя не идет луза. Здесь вот надо его правильно подрезать. Можешь так на глаз сам увидеть. Можешь вот примерно точку где-то определить. Вот. Опять же, надо определить так, чтобы вот примерно вот
Что вот этому шару надо, чтобы он зашел туда в лузу? Ты можешь вот так определить точку, он у тебя уйдет в угол, или вообще вот так вот. Надо именно поймать точку эту, где вот он в лузу пойдет. А теперь надо вот этим краем здесь как-то сработать. Опять же, это все не сразу, это все набивается со временем. Также и свояк, он со временем набивается. То есть я вот, допустим, сейчас вот начал их практиковать. Раньше я их особо не... Я в основном чужаки любил раньше. Мне нравились такие шары. Вот здесь, если посмотреть на шарик, я не знаю, на стриме видно, нет, у него идет такой от лампы след кругленький, беленький. Вот, эта точка, вот если в нее ударить, вот в этот центр шара, где эта точка, то он уйдет в лузу. Ну, теперь надо в нее ударить. А в нее надо еще ударить. Наметить-то это одно, а попасть в нее это другое. Да, я стараюсь, как бы, если есть возможность, выбирать шары, чтобы он прям на шар смотрел. Чтобы не заниматься этим подрезанием, потому что вот на данный момент вот они смотрят, но ты не ударишь, они втроем. Поэтому смотришь примерно точка у него. Здесь вот ты можешь сыграть чужака, но он опять же будет непростой, его надо подрезать. Вот, либо можешь сыграть свояка. Свояк здесь будет зависеть от твоего именно силы удара. То есть ты если слабенько ударишь, он у тебя не уйдет. Сильно ударишь, он может у тебя выпрыгнуть. Здесь, вот, кстати, можно маленько подкрутить его. Когда ты начинаешь шар бить куда-то, допустим, влево-вправо, ты его крутишь. То есть удар получается, ты его закручиваешь. Ну, как видите, здесь они не заходят крученые. Бесполезно. Здесь надо обычного бить. Бесполезно. Я вот сколько раз пробовал крутить, он как просто камень оттуда уходит. Вот комп забивает вот эти в край, которые я показывал. Вот он и хорошо бьет. Видишь, как он? Вот это вот он играет так. У него свои шары, так сказать, для победы. Вот он прямой. Когда я вижу прямой, иногда мне хочется сыграть, как бы, ну тут нет, я бы не сказал, что он прям прямой. Здесь его подрезать придется чуть-чуть. Вот то, если так, то это в лоб, да, получается. Нам надо чуть-чуть отклонить его, чтобы тот шар у нас пошел вправо немного, не прямо. Вот, и тут опять же надо предугадать. Это, ну, мышка бывает, сенс не всегда помогает мне. Чуть-чуть я хочу вот так сместить. А бывает, вот ты чуть-чуть смещаешь, и он перебарщивает. Из-за этого ты не можешь забить. Значит, тут каждый миллиметр важен. Вот этот шар тоже забиваемый. Но здесь нужен, опять же, правильный удар. То есть не вот такой.
а вот такой. То есть надо щелчок делать. Смотришь примерно точку его. Вот, опять же, вот у нас отсвечивает вот эта штука. Чуть правее нее надо брать. Все, вот видите, как выстрел. Тогда он зайдет. А если в растяжку бить, он не зайдет уже туда. Вот это самый сложный шар. Я не знаю, как здесь комп его забивает, но он, давайте, русско говоря, пиздобол. Назовем его скриптовой. В реальной жизни ты такой шар, ну его сложно будет забить. Если так вот посмотреть на угол, видите, как он его отобьет, угол. Я не знаю, может у него, когда шар туда идет, он сужается, заходит. Балабол вот этот скрипт, я не знаю. Я даже бить его не буду. Не, можно попробовать, но это как отыгрыш будет считаться. Так, что у нас тут получается? Вот двойка. Если смотреть, у него отсвечивает эта точка, она идет чуть правее. Нам надо чуть левее брать. Увы, не попал. Заодно и зрение здесь тренируешь. В реальной жизни так тем более. Считай, у этой игры 3 плюса. Вот это у стола ходишь весь день, это фитнес. А второй плюс это твой контроль удара, равновесие. То есть здесь же надо вот эту тему. Ты же, считай, ки держишь, надо равновесие контролировать. То есть здесь вот эти типы, у которых руки вот так вот, они не смогут здесь играть. Вообще без вариантов. Ну, почему они могут бить, но они будут попадать либо вверх, либо вниз. Вот, как бы третий момент. Это зрение, точность. Почему здесь используется музыка спокойно в основном в реальной жизни? Чтобы ты мог концентрироваться на игре. Концентрация. Желательно бы без слов что-нибудь, чтобы играло. Просто мелодия. Да, в бильярде очень важна концентрация. Вот, если заметили, я вот играю, я бывает просто на отвали бью. Это я просто без концентрации. Концентрироваться надо постоянно здесь. Мне вот иногда хочется просто поиграть. Короче, игра, она такая, требует ресурсов своих. Ну и все. Так, ничего здесь такого нет. Играй да играй. Остальное все набивается. У него луза расширяется при ударе. Ну, я тоже так думаю. Не знаю, мы с пацанами такое играли только тогда, когда прям совсем бить нечего. Но они вот мухлюют компы. Вот этот шар тоже надо уметь бить. Это не простой шар. Он, видите, он прям к лузе. Его задеваешь, он сразу пружинит. То есть его надо правильно толкнуть, чтобы он не препятствовал свояку. Это кажется, что он легкий. Ни хрена он не легкий. Вот, можно сыграть здесь вот так вот, конечно. Но это надо очень тонко сыграть. То есть надо рассчитать габариты шара, почувствовать в этой игре так, чтобы у тебя прям край в край. Прям вообще... Ну, здесь вот прям тонко надо сыграть. И все равно он не заходит ни хрена. Тонко сыграл, но точность не сыгралась, да? Пожалуйста. Это называется подкатил. Да, обязательно надо, чтобы своим не подкатывать соперникам. Это тоже важно. Он почти прямой. Какие особенности? Допустим, если я хочу, чтобы у меня шар откатился назад.
Вот он, видите, назад откатился, но я не забил тот, блядь. Было бы классно, если еще бы тот забиваешь, у тебя откатывается назад и открывается еще ход. Это все здорово. Короче, все вот это воссоединить в одно, и ты будешь экспертом. Вот этот шар уже ты не сможешь ударить, потому что он у борта. Ну нет, его ударить можно, ему забить тяжело его будет. По идее, здесь вот если играть, вот этот его надо бить вниз, чтобы он чуть-чуть назад откатился и пошел в эту лузу. Поэтому вот вариант есть вот такой. Здесь можно не крутить, здесь просто надо нацелиться и все. Здесь обычный свояк был. Так что даже если ты, может, что-то и видишь, но не факт, что ты это забьешь, тебе же надо еще это забить. Вот бывает шары вижу, но я не все забиваю. Это вот сложность любитель называется. Тренироваться еще и тренироваться. Счет у нас 5-2 по шарам и 3-2 по партиям. Опять же, я рассказываю просто из своего опыта, просто вот как я вот играю, как я понял эту игру. Я понимаю, что у каждого свое понимание об этом. Ни в коем случае не говорю, что это прям надо так делать. Ну, я вот так понимаю эту игру. Чего? Мне фильтры надо для этого, в Таркове-то. Для Таркова фильтры надо, ну, найти 3 штуки для этого прапора, чтобы ледокол открыть. Вот там на ледоколе пипец сложность. Там, короче, вот эти отступники, которые на маяке на базе, они там бегают. Их много. Смотри, попер как. Ну, только дай волю. Пока тут дурака катаешь, он тебе пытается раскатать, да? Ты один нашел. Так он рейдовый нужен, видишь, в чем суть. Вот именно рейдовый нужен. То есть его мне надо в рейде найти. Вот, то есть смотри, вот мы с тобой играем. Если ты там, о, смотри, я нашел, иди сюда. Вот, и вот тогда, да, он мне засчитается, если я его вынесу. А так нет. Все, пипец, у меня опять лето. Дождик на пару минут. Все, опять он в жаре. Пару минут 10 погремело, дождик маленько, пару капель упало, все. Класс. Опа, так и хотят они в боковые, эти в угловые. Сейчас я на пару сек отойду.
Жарень будет сейчас. Блин, так хорошо, дождь пролил, свежо немного было. Тарков. У меня предыдущий Тарков, блин, с этим лабиринтом вообще не фартанул. Меня там задолбали эти Минотавр, он не вылазит нифига. Я пытался оттуда всяко разное. Один раз вылезет и все. Мне что-то выбесил он. Ай-яй-яй-яй-яй, толсто. Надо было еще потоньше. Короче, вот эти надо фишки все запоминать. Это, короче, еще игра на память. Вот ты сейчас ударишь шал, ты должен запомнить примерно, как вот он должен биться. И потом ты уже будешь понимать. Ага, вот, здесь он должен биться тонко. Это тоже важно. Это дело такое. Раньше это все хорошо запоминал, сейчас я то ли так пофиг уже стало. Я каждый вот эти шары, ну, где-то то, где надо, как сыграть. Тоже важно. Последний шар остался мне. Ай-яй-яй. Я ему в лоб дал. Надо не так. Надо в край между лузой играть и шаром. У меня, знаете, как бывает, вот я, если выигрываю, то выигрываю. Если вот один шар остается, я могу проиграть. У нас вот даже раньше понимание было, 7 шаров это не партия. Вообще не партия. Ты можешь, вот у тебя один шар остался, это как закон подлости, ты будешь его катать долго. Ой, как хорошо встал. Вот ему еще сейчас шар, он меня догонит уже.
А, ну тут все, пацан. К сожалению. Нет, к счастью. Для моего счастья, да? Но все равно партия уже так себе. Я считаю, это уже так. На отыгрыш была. Ох ты, если бы еще бы туда зашел, было бы интересно, конечно. Центр, смотри, какой стоит хороший. Смотри, что делает. Вот он вместо того, чтобы центр нормально ударить, он берет и ерунду творит. Чудо это. Не знаю, зачем он это делает. Так, а что центр? А, ну получается. Подожди. Блин, как бы так сыграть мне? Иди сюда. Я хочу центр еще ударить. Правда, неудобно будет. Получилось. Видите, тут надо планировать ходы свои, а так это просто бить на отвали не получится. Не, получится, но результата мало будет. Сейчас я просто вспоминаю, сколько раз это вокруг стола этого крутиться надо было раньше. Мне кажется, я сейчас только не смогу уже гулять вокруг него. Это прикинь, вот так вот, блин, кругов наворачивать. Мы когда играли, не было этого прибора еще. Сейчас вот часы можешь себе взять, они тебе показывают твое расстояние. Но мне тут, кстати, кажется, тут много придется крутиться. Этого не замечаешь просто. Давай, давай. Нет, 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 вот этот. Блин, нет, не этот. Тут интересно, конечно. Не, можно свояки попробовать, ну ладно. Хотя они тоже дальние, ну.
Блин, прикольно, если бы вот этот бы забиваешь, так хоп, об тот ударяешься и свояка забиваешь. У Макса тоже дом пропал. Да за ними это, надо же ухаживать, а кто будет за ними ухаживать? Ну они, видишь, перестали играть. Пацаны перегорели, их понять тоже можно. Да мы же тоже с тобой перегорели уже. Значит, что-то с игрой не так. Я вот в Тарков играю, я же не перегораю. Значит, что-то здесь не... Ну, нифига себе. Слушай, нормально. Удар сработал. А вот это не сработал. Блин. Не, это уже все, игра, значит, не наша. Если так происходит, это... Ты видишь, что просто до этого у тебя сравнений не было особо. Вот сейчас вот ты начал в арму играть, сейчас еще бы в Тарков. Вот у тебя был бы Тарков еще, Дейз бы, допустим, тоже. Мне кажется, ты бы тоже бы перегорел уже. Хотя ты даже без этого уже перегорел. Что-то все равно не хватает этой игре. Не, она классная, там можно охотиться, рыбачить, все. Но в плане экшона что-то не хватает. Так же вот как мне, вот видишь, здесь мне вот что-то не хватает. Скилла не хватает. Макс, он когда начинает работать, ему не до игр, он в этом плане такой, видишь. Не знаю, я совмещаю приятное с полезным. Так же, как и ты. Так. Можно ему страйк отправить, как в Таркове? Правой кнопкой мыши нажать, пожаловаться. Сильно метко бьет шары. Боты предсказуемы. Ну это да. Да и они какие-то эти каменные, блин. Просто на месте стоит. Пух. Трассера летят. Хоть бы что-нибудь было бы такое. Конечно, для меня это сначала было вау, потому что я уже давно не играл ни в охоту, ни в рыбалку. Но я-то, видишь, такой игрок, мне надо экшен. Я люблю стрелять в играх. А кого там стрелять, блин, все одно и то же. Нам и вот опять же, нашлись пацаны, нам помогли, блин, спасибо им огромный, респект. Вот, и нашлись пацаны, которые писали в чат, что... Ненадолго вас там. И они тоже были правы. Нас реально ненадолго там хватило. И их тоже теперь я понимаю. Ну ничего, поиграли. У меня, кстати, нарезки-то до сих пор еще это, на канал будут выходить. Но я смотрю, они тоже особо просмотром не пользуются, да? Я почему-то думал, наоборот, людям интересна эта тема. Не, ну Дейза может интересно, наверное, Дейз бы им интереснее был бы, да? Не, в Дейз я не играл. Десайд так на пару вечеров поиграет, но надоедает быстро, не хватает каких-то боев и... Полностью согласен. Не хватает экшона, ну. Опа, партия, нормально. Все, давай, пока. 5-2 я тебе сделал. Так, что еще чуть-чуть время есть у нас? Пойдем играть черным на готику в подвал. Снукер, карамболи. Я вообще не знаю, вот это что это. Пирамиду знаю, но здесь ее нету.
Что, будем играть с экспертом? Не, я не боюсь проиграть. Мне интересно, наоборот, практиковаться. Поехали. Сейчас будет эксперт играть. ДКС полетать. Ну да, ДКС это игруха классная. Она, кстати, на канале очень классно заходит. Ну там не поржешь. А иногда хочется маленько поржать. Над моей игрой, допустим, в бильярде. Сейчас с экспертом будем ржать. Блин, что-то тут столько шаров, я даже не знаю, глаза разбегаются. Правда, только их еще забить надо. Я просто смотрю, прямые есть какие-нибудь сразу? Нет, только кривые все. Вот ему сейчас ход отдашь, все, он тебя это начнет раскатывать. Все, понеслась. Оставь мне хоть парочку в лузе. А, ну так-то я тоже умею. А, он еще -1 заработал. Талант, да? Я не знаю, что это было. Наверное, скорее всего, сбой программы. Вообще, блин. Тут же это, опять же, смотришь, чтобы не разбить. Если я сейчас разобью, я ему подкачу их много. Зачем мне это надо? Давай попробуем вот этот сыграть. Ну, он тонкий, это пипец. Здесь можно фол заработать, его можно вообще не задеть. Вообще, вот это меня вообще удивило. Блин, ну я постарался. Вот это для меня шар такой сложный, сразу говорю. Ну-ка, такой можно? Ах ты, тут можно было потолще сыграть. Смотри, подожди, не бей. Да я тебе говорю, не бей, ты меня не слышишь, что ли? Вообще противный какой-то. Объясняю. Я что-то сбился. Чё, ДКС тоже можно, у меня даже где-то... Ну, тебе надо настроиться. Блять, что хотел сказать-то? Так, сейчас я вырублю музыку. Надо сообразить. По поводу вот этого шара, блин, что-то хотел сказать вам. Небольшой момент интересный. Блять, вот у вас бывает такое, вы что-то хотите сказать, а потом просто тут у вас пропадает это из мысли. Вот как это называется? Старость, блять. Еще этот тут мотоцикл где-то гоняет. Блин, прикинь, что-то хотел сказать. Вот, и этот дебил начал бить, он меня перебил. Я паузу нажал, уже поздно было. Так, ладно, извиняюсь. Мысль придет, скажу. Не буду кота за яйца. Не знаю. Что-то хотел сказать и забыл. Просто к слову было, к шару этому. Блин, Скорпион, ну это надо третий самолет тогда мне создавать. Ну давай 3 грача сделаем, почему бы и нет. У меня что-то вот такая хрень началась. Сейчас у меня раньше не было такого. Вынужден признаться, у меня так вот как-то тоже тут сегодня нарезку делал по Таркову.
Я прям видел себя там со стороны. Вот я только хочу пошутить. Неудачная шутка. Она у меня просто куда-то пропала. Ну, тоже там был момент, уже хотел что-то сказать и... Просто, наверное, во время этого сильно переэмоционируешь, хочешь прям так бахнуть, и в итоге это... аж забываешься. Что-то хотел сказать. Блять, ну я же все равно вспомню. Позже вспоминаешь. Но это про бильярд. Именно про бильярд. Не про что другое. Еще посильнее хотел сделать. О, сработало, значит, правильно я понял эту суть. Видите, я сейчас как сделал, я его назад. Короче, мне надо было назад его откатить. Я ему, короче, вниз ударил. Когда вниз бьешь, ты его от удара он назад уходит по физике. Слушай, ну работа здесь физика, но она как-то, блин, через раз. Бывает. Ну вот сейчас я хочу ударить и попробовать туда двоих запиндюрить. Кстати, а в игре здесь у вас... Ну-ка, здесь вообще помощь есть? Давай посмотрим. А, вот она помощь, смотри. Вся твоя помощь в игре. Да, учись играть, да, называется. Вот ты зашел в бильярд. Блин, что такое вообще? Что это за шары? Что за палка? Как вообще в это играть? Правая кнопка мыши движения, приближение камеры. И все, вот управление. Все это все, что тебе... Здесь ни обучалки нету, короче. Прикинь, вообще ничего. Ни советов никаких. Тебя просто даже вот любители пытаются раскатать. Нет, не получилось. От этого отпружинило, зараза. Так, я хотел два туда запиндюрить. Не, ну как, может не сразу два, может он бы вот его ударил и по той же траектории подкатился бы к нему. И стал бы на его место, тоже как вариант. Давай тонко попробуем сыграть. Блин, ну это сложный шар, пипец. Но я практикуюсь. Я боюсь фол заработать. Здесь еще главное фол. Короче, два варианта. Не подкатить и не заработать фол. Фол это минус шар, блин. И не забывать, мы все-таки против эксперта играем. Он сейчас может тут такую херню начать творить. Я знаю этого. Я уже с ним играл. Он бывает вообще без вариантов тебя раскатывает. Ну, может тебя в сухую раскатать, если программа сработает. То есть здесь уже шутить с ним не получится. О, можно я сам просто туда забью? Да что, прикольно так.
Кстати, это разминка вот в реальном бильярде, когда начинаешь играть, ты просто так по лузам тых, хотя бы просто проверяешь, ну, набиваешь кий свой, как он у тебя попадает вообще туда, куда надо. А то бывает даже просто шаром вот в лузу и то попасть не можешь. Такое может быть. Это значит, тебе надо не в бильярд идти, а просто палкой по столу бить. С вертухи сальтом назад, правильно, вот примерно. Не надо, дядя. Козленочком станешь. Я у партию сделал, нифига себе. Детская радость, блядь. Эксперта партию раскатал. Все, я домой, пока я утюг не вырубил. Сейчас начнется стопудово. Что это было? Я вообще не понимаю. Я ничего не включал, у меня все честно. Я не читер. Ладно, теперь без шуток. Но он сейчас меня догонит. Он хорошо играет. Я тогда его 8 партий раскатал. У него было 4. Он меня все равно догнал и выиграл еще. Кто смотрел стримы, помнит. Хорошо играет. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Блин, такой шарик, вот это обидно. Я, кстати, маленько его надо было чуть-чуть не туда. Вот. А тут-то сейчас-то он не даст жару. Там такие шары ему оставил, он сейчас их раскатывает. Слушай, ты что меня позоришь? Я знаю, как ты играешь. Любителя в профиле перемял эксперта. Блин, вот смотри, вот все козыри мои вот узнает, а. Как ты так вообще вот делаешь? А пацаны поверили, ну. Не, ну. Мы еще тут до мастера, конечно, не дошли, но... Там, походу, там реально вот тут с вертухи с альтом будут забивать жопой на столе. Я, кстати, вот это шутка шутками, но они реально, они так играют здесь. Через жопу и забивают все. Не то, что мне приходится тут выцеливать эти шарики. Да ё-моё, опять в лоб, да что ты. Играю с огнем я, конечно.
огонек. А, огонек, ты будешь играть-то сегодня? Что это? Неправильный удар называется. Сила удара неправильная, и все. Блин, а. Ты знаете, как поговорка: много хочешь, мало получишь. Вот я хотел 2 шарика взять себе. Нет. Не дает. Хоть бы один бы забрать. Ладно, будем свояки учиться. Нет. Нет, слушай, по-моему, я что-то неправильно сделал. Вот видите, он опять в исход. Вот косяк в том, что он в исход не уходит кей. Я вот сейчас на другой шар переключился, он опять же смотрит туда, куда я нацелился тому. Вот. Также удар. Вот я сейчас ударю вот с такой силой, у меня будет теперь постоянно этот удар, пока я его в порядок сам не приведу. Ай-яй-яй. Ну давай, 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 покажи способности. Что с ним происходит? Я не знаю вообще. Почему-то, когда я говорю, смотрите, какой тут чемпион играет, он постоянно дурью мается. И я тоже. Да мне надоел этот тип уже, я не знаю, зачем ему это писать. Просто находится на канале, чтобы задать вопрос по поводу задней передачи. В чем прикол? Про Горный Алтай. Да, он, Эдуард пишет. Ну она, если у них так включается, я что сделаю? Я что ли ее создавал, эту машину? Мне самому неприятно этот хруст. Это, знаете, звук как на пазике. Вот. Сколько там не старайся, все равно будет. Вот то же самое на ховике. Все, понеслась. А у меня, кстати, и так выигрывает уже 5-3. Сейчас 6-3 уже по шарам. Но я ему много шансов даю в этой партии. Прям много. По идее, его мог любитель уже раскатать. Что у меня с ударом вообще? Я, короче, хотел ударить свояка туда, а этот через борт. В итоге удар вообще слабый у меня получился. Размаха не хватило и все. Смотри, вот он просто берет, вот ты видишь, он тупой шар идет, он его закатывает, как в обычной восьмерке в американском столе, блин. Они у него идут туда и все. Ну это какой-то пипец. Нет, ты заметил, у него шары, вот они тупые такие, а он их просто закатывает туда и все. Пока ты тужишься тут. Блин,
Блять, я уже вот специально отклонений не делаю, все равно то в лоб, то... Не знаю я, как на дальняк тут бить в этой игре. Чуть отклонение сделаешь, они вот так вот уйдут. Не трогаешь, он вообще тоже... Ну, короче, не получается его ударить туда, куда надо. Партия 1-1 у нас. Не, ну ту партию, конечно, я накосячил. Не он хорошо сыграл, просто я накосячил. Бесполезно, когда у тебя вот такая вот фигня работает. Я его чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, но у меня не выходит на точку, куда надо, и все. Ой. Ну, почти. Почти у нас не считается. Да? Блин. Я боюсь, не хочу ему разбивать лучше. Ты думаешь, он адреналин использует во время игры? Кстати, как вариант, я думаю, что-то колет в себя. Как в армии, да? Только там обычно это для медицины он нужен, а здесь он перед игрой вкалывает себе. Ну, кстати, я об этом задумывался, да. Какую-то дурь себе стопудовую. Допинг какой-то использует. Ну тогда мои поражения все оправданы. То есть я без допингов играю. Блин, нет. Я сегодня тоже с допингом. Я тоже читак тогда. Но у меня, конечно, не такой сильный, как у него допинг. Хотел на него это бочку закатить, нет, не получилось. Сам-то тоже сегодня нечестно играю. А, так тебе и надо. Надоел он такие шары катать, блин. Смотри, блин, нет, заденет все равно. Ах ты гад, он еще и выкатил его
только хотел сказать, главное другие не задеть. И вот он, видишь, задевает его, и смотри, он хоп, и забивает его. Это называется тоже подкат. Я ему шар подкатил. Опа, опять смотри, не может. Вот у него они все в лузу идут, но они застревают у него, понимаешь? То есть программа сама не может свой стол обмануть, который она создала, блин. Получается так, что ли? Прикольно. Сегодня жарко. Ты имеешь в виду в игре-то? Ну... Ой-ой-ой-ой-ой, какой был, а? Блин, вот этот был хороший. Еще бы этот бы хороший. Ай, ну ты смотри, он выпрыгнул оттуда, он в лузу-то пошел, он выскочил. Ну вот сейчас вот я могу сказать, что мы с ним играем почти на равном. Хотя вот я партии 3-4 назад я вообще не мог представить, как я с ним играть буду. Он невыносимый вообще был. Ну, видишь, какие он тоже свояки пытается забить. Дальние всякие. Но у него иногда получается это. То есть он их не практикует, он их бывает забивает. Подкатил. Сейчас заберет. Вот она игра. Именно так играешь. Малейшая ошибка и все. И вот. Подкатывать вообще не вариант. Он любые шары забьет. Такие легкие именно. Все, что рядом с лузой, он это все забивает. Вот сейчас смотри, шаров мало легких. Он, смотри, он все равно найдет то, что забить. Центр. Сейчас свояка пойдет. Ну, для меня он не эксперт, для меня он любитель, по идее, ну, по таким шарам. Вот так должен любитель играть, обычная игра. Без всяких мухрыжек вот эти, которые мутит любитель. Вот любитель как раз какую-то фигню мутит. А вот он играет нормально, вот.
Вот он видит свояка, забивает. Чужака видит, забивает. То есть он не выпендривается, а тот выпендристый, блин, какую-то ерунду делает. Пипец как тонко надо. Это вообще без вариантов, блин. Либо сильнее бить. Я его в лоб ударил опять. Крутануть-то раскрутил, но я не туда попал. Надо в край. Но это был отыгрыш. Не, это, его все равно бы не получилось забить. Тут еще надо отыграться правильно же. Вот же гад ты, блин, последний шар не дает мне забыться и все. Ну как так-то? Ну сейчас вот пипец, блин. Вот он бы сейчас зашел и бы партию выиграл. А я вот с одним шаром не могу все опять. Видишь, через борт пытается даже бить. Блин, ну так хорошо шел. Ну как не зашел-то? Опять смотри, он не заходит, блин, задолбало. Ты чё там, блядь, колдуешь, скрипт дебильный? Он видал, что творит? Говорю, просто шансов ему больше даешь и все, а так по сути ничего особого, я так понял. Просто у него больше шансов. Семь по партиям 1-1. Шаров 7-7 и партия 1-1. Ну давай, добивай. Офигеть, да как так? Ты чё такой шар не забил? Ну ты вообще могуч. Блин, ну мне-то тоже не вариант, конечно. Это пипец. Блять, я бы сейчас сидел бы, целился в него минут 10, он просто... Два 1 в его. А, давай до 3 играем. Выиграет, пофиг на него. Я уже без... Уже надо в Тарков, по идее, идти скоро. Короче, такой он игрок. Непонятный.
А, он уже 2 забил. У меня, короче, камера в игре даже на него не мотает. Она уже знает, что он забьет, да? Ну ладно. Сейчас свояков попробовать. Тогда уж. Кто-то чисто на свояках играет, только свояки ищет хорошие. Мне вот, допустим, я сначала смотрю прямые какие-нибудь хорошие. Мне нравится так вот. Не, бесполезно. Если сенс не ловит точку, ты не забьешь. Я уже понял, это Г, блин. Проскакивает. Вот я вижу эту точку, я готов уже забить все, но он проскакивает и все. У меня вот такая вот ерунда. Иногда я косой. Там вот шар вообще прямой был, его можно было забить, и у меня просто, говорю, сенс не могу поймать. Ё-моё, что-то было, блядь. Ладно, все. Надо завершать наш матч. Ошибки. Можно коктейльчика? Тут прикольно, он стойка рядом. Далеко ходить не надо, да? Сколько там времени? 25 минут 6 вечера. Или утро. Блин, мы всю ночь уже играем. Надо идти отдыхать. Такой шарик забавный и не забился. Видать, сильно забавный.
Да что ты, блин, такое? Что-то как-то тупые удары такие у нас. И у него, кстати, такая же. Ладно, надо нам завершать уже, а то я что-то опаздываю немного. Я не думал, что так долго с ним играть надо будет. Я просто думал, это, ну, хорошо же играет. Думал, выиграет. Сразу скрипты активирую. Да? Тут дурачка корчил, смотри. Нет, смотри, дальше корчил. Вот так и играй, тебе так идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это не я. А чё, он центр не стал бить? Ну такой центр был хороший, он бы сейчас мог бы с его вот этими навыками заскриптованными, ну вообще бы мог его разыграть хорошо. Вот, держи еще один.
7-7 опять. Ну, блин, я вот, кстати, 7-7 ему постоянно, да, проигрываю, это заметил. Мы с ним вровень идем. Ну, я считаю, это уже нормально. Ладно, все, давайте на сегодня пока с бильярдом завяжем. Но это сложность эксперт уже. С вертухой сальтом назад. О, погоди, так тут у нас несколько вариантов. Жопой катать на столе, кием, с вертухой сальтом назад. Блин, я даже не знаю, какой вариант выбрать. Блин, надо подумать. С вертухой сальтом назад, наверное. Ладно, это не прощаемся. Перерыв там в Тарков потом поиграем. Если Скорпион здесь еще, давай в Дискорде появляйся. Все, а так всем хорошего дня, наступающего вечера, может у кого-то обед. Короче, хорошего дня всем, до связи.